Организм человека удивителен и невероятно сложен, и до сих пор ставит в тупик многочисленных исследователей по всему миру, хотя, казалось бы, за сотни лет изучения в нем уже не должно остаться неизведанных уголков. Вы будете поражены, насколько может быть увлекательно заглянуть внутрь себя. Сегодня в выпуске самые удивительные факты о человеческом теле. Здравствуйте, мои хорошие! За полчаса твое тело выделяет столько энергии, сколько потребуется, чтобы вскипятить 1,5 литра воды. Так что энергии, которую мы расходуем, чтобы просто поддерживать постоянную температуру тела, хватит, чтобы приготовить макароны. Мультяшный трюк с лампочкой над головой не так уж и безоснователен. Твоему мозгу нужно столько энергии, сколько небольшой лампочки, даже когда ты спишь. Клетка человеческого мозга может хранить в 5 раз больше информации, чем любая энциклопедия. Ученые не договорились об объеме памяти человеческого мозга, но в него вмещается где-то между 3 и 1000 терабайт информации. Например, Национальный архив Британии со своей 900-летней историей занимает всего 70 терабайт. Так что оцени резервы своего мозга. Ученые говорят, что чем выше уровень IQ, тем чаще люди видят сны. Может, так оно и есть, но не думай, что ты дурачок, если не можешь вспомнить свои сновидения. Большая часть людей не помнит, что им снится, а средняя длина сна лишь 2-3 секунды вполне достаточно, чтобы понять, что что-то видишь. На квадратном сантиметре твоего тела волос столько же, сколько на квадратном сантиметре тела шимпанзе. Не такие уж мы и не волосатые, как думаем. У нас много волос, но большинство из них слишком тоненькие, чтобы мы могли их увидеть. Человеческие волосы практически не поддаются разрушению. Да, они хорошо горят, а так их вообще сложно уничтожить. А вы когда-нибудь задумывались, почему канализационные трубы забиваются волосами? Причина тут в том, что волосы не поддаются воздействию холода, изменений климата, воды и других природных сил. Также они устойчивы ко многим видам кислот и едких металлов. Кислота, содержащаяся в твоем желудке, может растворить бритвенные лезвия. Не стоит этого проверять, и есть лезвия или другие металлические предметы, но знай, концентрация этой кислоты не слабая. Длина всех кровеносных сосудов человеческого тела около 96 тысяч километров. Для сравнения, длина экватора 40 тысяч километров. Так что твоих кровеносных сосудов хватит, чтобы 2 раза обернуть их вокруг Земли, и еще останется. Женское сердце бьется быстрее мужского. Причина в том, что в среднем женщины меньше мужчин, и кровь надо разгонять по меньшей площади. Да и вообще, сердца мужчин и женщин работают по-разному. Например, схемы лечения от сердечного приступа, которые работают для мужчин, в случаях с женщинами оказываются неэффективными. Можно удалить большую часть внутренних органов и жить дальше. Человеческое тело кажется хрупким, но можно жить даже без желудка, селезенки, 75% печени, 80% кишечника, 1 почки, 1 легкого и практически каждого органа, расположенного в тазовой и паховой полости. Конечно, вряд ли ты будешь как огурчик, но это тебя не убьет. На ногах находится примерно 500 тысяч потовых желез. Они могут производить до литра пота в день. Теперь понятно, чего эта обувь так воняет. За всю жизнь человек производит столько слюны, что ею можно заполнить пару бассейнов. Слюна играет важную роль в процессе пищеварения и поддерживает рот в чистоте. Если слюна не может что-то растворить, ты не почувствуешь вкуса. Чтобы ощутить вкус еды или чего ты там решил попробовать, слюна должна это растворять. Если не веришь, попробуй высушить язык, прежде чем попробовать что-то на вкус. Самая большая клетка человека – яйцеклетка, а самая маленькая – сперматозоид. Ты не можешь увидеть клетки кожи или мышц, а вот яйцеклетка достаточно велика, чтобы ее увидеть невооруженным глазом, и ее диаметр около миллиметра. А мужские сперматозоиды, наоборот, крошечные.
Во время первого триместра беременности женщины чаще всего видят во сне лягушек, червей и растения. Гормоны во время беременности могут вызывать перемены настроения и разные другие неожиданные вещи. Они даже могут влиять на сны. А еще многие женщины во время беременности видят во сне воду, роды и эротические сюжеты. Почти все дети рождаются с голубыми глазами. Цвет глаз зависит от генов твоих родителей, но большинство детей появляется на свет с голубыми глазами. Меланину в глазах новорожденного часто требуется время, чтобы либо померкнуть под воздействием света, либо проявиться и показать истинный цвет глаз ребенка. Еще на ранних стадиях развития у плода появляется одна из самых уникальных человеческих черт – отпечатки пальцев. На 6-й и 13-й неделе развития они уже обретают ясные очертания. Как ни странно, эти отпечатки не изменяются на протяжении всей жизни и будут одной из последних вещей, которые исчезнут после смерти. Нос помнит 50 тысяч различных ароматов. Нос ищейки может быть в миллион раз более чувствительным, чем человеческий. Но это не значит, что человеческое обоняние никуда не годится. Люди могут идентифицировать широкий спектр ароматов, многие из которых связаны с их воспоминаниями. Зрачки расширяются даже из-за небольших помех. Считается, что именно поэтому хирурги, часовщики и другие люди, выполняющие тонкую работу, не выносят шума. Звук заставляет их зрачки менять фокус, и они видят хуже, из-за чего хуже справляются со своей работой. Дети глядят на тебя огромными глазами, но они только кажутся огромными. Их размер не изменится уже никогда, а вот уши и нос будут расти и расти. В 60 лет 60% мужчин и 40% женщин будут храпеть. Если ты хоть раз слышал храп, ты знаешь, насколько громким он может быть. Нормальный храп примерно 60 дБ на уровне нормальной речи, а интенсивный храп достигает 80 дБ. Это как отбойный молоток, бьющий по бетону. Чаще всего сердечный приступ происходит в понедельник. Понедельник – день тяжелый, очень плохой день. Десятилетнее исследование в Шотландии установило, что по понедельникам на 20% чаще случаются сердечные приступы. Ученые считают, что тут имеет место комбо слишком веселых выходных и слишком сурового начала недели. Люди гораздо дольше могут обходиться без еды, чем без сна. Тебе гораздо приятнее веселиться всю ночь, чем не есть, но это чувство обманчиво. Если у человека достаточно воды, он может месяцы, в отдельных случаях даже 2, прожить без пищи, поддерживая силы накопленным в организме жиром. Без сна люди переживают психологические изменения, и это уже через несколько дней без сна. Самый долгий срок бодрствования – 11 дней. Человек, поставивший этот рекорд, во время эксперимента заговаривался, видел галлюцинации и забывал, что он вообще делает. Ты напрягаешь 17 мышц, чтобы улыбнуться, и 43, чтобы нахмуриться. Если ты не хочешь напрягать лицо, улыбайся. Тот, кто часто и подолгу ходит с кислой миной, знает, как это тяжко. Дети рождаются с 300 костями, а у взрослых их всего 206. Причина в том, что многие кости детей впоследствии должны срастись, например, некоторые кости черепа. Почему они не делают этого еще в утробе матери? А так ему легче проходить через родовые пути. Кости срастаются, пока дети растут. Каждые 27 дней ты буквально меняешь кожу. Кожа защищает чувствительные внутренние органы от внешнего мира, а это непростое дело. Поэтому она высыхает и отслаивается примерно раз в месяц, чтобы сохранить свою силу. Скорее всего, кожа твоего прошлого месяца все еще у тебя дома. Это пыль на книжных полках и под диваном. Женщины сжигают жир медленнее мужчин, примерно на 50 калорий в день. Просто женщинам от природы предназначено вынашивать потомство, поэтому в их организме должно быть больше жира, и поэтому им тяжелее худеть. Ямка между носом и губой имеет название – носовой желобок.
Непонятно, для чего она нужна, а вот древние греки и вовсе думали, что это одна из самых чувствительных эрогенных зон на всем теле. А на сегодня это все. Не болейте, ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на канал «Доктор по соседству» и, конечно, не забывайте заходить в наши паблики в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники, где каждый день выходит масса полезной и интересной информации из мира здоровья и медицины. Здоровья вам!